Сегодня, наконец, продолжим проект, который начинался с маленького токарного патрончика. Приветствую вас на канале Левша. Если кто не видел, вот тот самый патрончик, полностью функциональный, с работающими кулачками, как в больших токарных станках. Проект оказался более сложным, чем предполагалось, но это даже интересней. Еще заказал кое-какие детали для него, жду из-за рубежа, думаю, вам понравится. Ну а сегодня продолжаем и первым делом выточим шпиндель. Слово красивое, да и в большом варианте устройство довольно сложное, ну а в нашем варианте это будет по сути трубочка с резьбой. Первым делом протачиваем ту часть, где будет резьба, остальное пока не трогаем для большей жесткости. Углубляем канавку для выхода резца. После этого нарезаем резьбу. Резьба довольно мелкая, резец сам затачивал, ну и резцедержка ту, которую показывал в предыдущем видео. Кстати, пока работает довольно хорошо, мне нравится результат, ну и плюс, конечно, взаимозаменяемость станков. Шпиндель был бы не шпиндель, если бы не было проходного отверстия, его тоже нужно просверлить. Это такое отверстие по центру, куда вставляются длинные заготовки для обтачивания на токарных станках. Обычно, чем массивнее станок, тем больше проходное отверстие. В нашем же случае это всего 3 мм. Следующая проточка – посадочные подшипники. Нашел у себя парочку закрытых подшипников. Внутренний диаметр у них 5 мм, наружный 9 мм. Впереди делаем упор и срезаем. Ну и тот же фрезерный станок, пока как временный импровизированный пресс. На вал запрессовываем только один подшипник, второй будет внутри самой бабки, к коей сейчас и приступаем. Друзья, как ни странно, но уже пора думать о прекрасном и прекрасной половине человечества. Подарки сами себя не купят, а если серьезно, есть замечательный вариант на все случаи жизни, который подойдет и девушкам, и девочкам, особенно на Новый год. Речь, конечно же, про ринг-стринг, и это не просто подарок, это целая арт-терапия. Ринг-стринг – это набор для создания удивительной картины нитью из абсолютно любой фотографии. Фото, кстати, выбирается, когда набор уже на руках, поэтому получательница сама выберет, что изобразить на картине. По сути, важен сам процесс. Под расслабляющую музыку можно создавать шедевры тонкой нитью, и это правда завораживает. Большая команда разработчиков продумала каждую деталь. Благодаря этому процесс создания будет легким и приятным. Набор ринг-стринг прямо из коробки готов к вашему творчеству. Осталось только загрузить на сайт любимое фото или картинку, чтобы получить голосовую инструкцию. А дальше устраиваешься поудобнее и тянешь нить от гвоздика к гвоздику, создавая штрихи будущей картины. Самое то, чтобы приятно провести время в новогодние каникулы и перезагрузить голову. Дамам точно понравится, проверено. Ссылку на официальный сайт ringstring.ru оставлю в описании. Там же промокод Левша на скидку 15%, вводите его в корзине. Переходите и заказывайте, торопитесь, пока действует промокод. А доставка работает без перебоев, праздники уже на носу. Продолжаем нашу работу, и нам нужно подготовить 4 поверхности. Нужно сказать, что это не копия какого-нибудь известного токарного станка. Да, есть такой вид искусства изготовления миниатюрных копий больших станков. Там все делается по чертежам, скрупулезно, дотошно и очень долго. Ну и ценник, естественно, соответствующий. Я же хотел заложить концепцию токарной обработки, но по сути это будет не токарный станок. Поскольку я увлекаюсь часовой и околочасовой темой, это будут настольные часы. Надеюсь, они не будут похожи на такие или такие. Не потому, что это плохие часы или некрасивые, просто не в моем вкусе, да и время скорее их прошло. Хочется сделать часы, которые будут отображать время, но не в классическом виде. В них будет механизм, но не будет стрелок. Конечно, до этого нужно еще дойти, сейчас изготавливаем корпус. Отверстие под шпиндель готово, далее отверстие для крепления станины и прорезь паз для ее же фиксации. В верхней части передней бабки снимаем 2 фаски, придадим немного токарную форму. Внизу 2 радиуса с обеих сторон, чисто для эстетики. Выравниваем подошву
И углубляем отверстие, чтобы спрятать шляпку винта. Ну и здесь микроподача как нельзя кстати. Получилась вот такая передняя бабка и сразу вместе с основанием. Пока смотрится простовато, но еще будет имитация коробки, шильдики и винт автоподачи. Заказал шпильку М3 и маленький шаговый двигатель с редуктором после Нового года должно прийти. Короче, все будет вращаться, двигаться и, надеюсь, итог будет стоить потраченного времени. Итак, передняя бабка латунная, станину сделаем стальной. Подходящего квадрата нет, есть кругляк, немного побольше придется попотеть. В итоге необходимо получить форму вот такого сечения. Станины бывают разные, и Т-образный, и ластохвост, но в данном случае будет ластохвост под 45 градусов. Фреза у меня крупноватая, снаружи можно пройти, а вот внутри суппорта не получится, заказал еще одну поменьше. Процесс довольно медленный, долгий, на видео, конечно, все сократил, вроде поверхности получились неплохо. После этого проходим другой фрезой, нужно углубить нижнюю часть. Можно было бы развернуть станинку под 90 градусов, но есть опасность несовпадения плоскостей, поэтому решил вот такой фрезой все доделать. Фреза 5 мм из необходимых 4, как раз есть запас. Также выравниваем торцы и углубляем канавку посередине. Для чистового прохода использовал маленькую фрезу ластохвост под 60 градусов, она хорошо оставляет после себя поверхность. Сверлим отверстие М3 для крепления опоры. Можно было бы поменьше винт М2 или М1,5, но здесь будет задняя бабка, она все закроет. Также углубляем, чтобы спрятать головку винта. Чтобы срезать все лишнее, развернул на 180 градусов. Из-за сложной формы пришлось подложить 2 латунных прутка. Зато получилась всего одна перестановка, все ответственные грани параллельны друг другу. Со стороны передней бабки сверлим отверстие, нарезаем резьбу. Вот такая получилась маленькая станинка. Часть поверхности будет еще шлифоваться, часть зачерним, но уже примерно понятно, что будет. Еще одна деталь – это опора, которая под задней бабкой. Ее тоже делаем из латуни, похоже будет на переднюю опору, но немного другая. Для таких работ хороший вариант будет ленточная пила, может как-нибудь разживусь, тогда намного меньше теряется металла. При этом грубо все обрезаешь, только на чистовую уже проходишь фрезой. Пока же делаем по старинке, кстати, небольшой вам лайфхак. Если нужно выставить перпендикулярность, а специнструмента нет, могут помочь 2 обычных угольника. Нужно сделать прямоугольник похожий на переднюю опору, но немного короче. По бокам делаем такие же декоративные углубления. Срезать можно и фрезой, но поскольку заготовка круглая, проще, наверное, на токарном станке. Далее выравниваем подошву и делаем прорезь для фиксации нижней части станины. Чтобы это все не смотрелось громоздко, также снимаем по бокам фаски. Не забывайте, что мои видео вначале выходят в ВК в хорошем разрешении и с легким доступом, все ссылки в описании. По центру еще сделаем отверстие, в нем также нарежем резьбу для крепления самой станины. Вот что получилось, все шлифовальные операции делал за кадром, но думаю, это не принципиально. Уже можно все собрать и посмотреть, как будет выглядеть. Кстати, у моего ЧПУ Take площадка под переднюю бабку также крепится одним винтом, и вполне себе все надежно. Как я уже говорил, винты, наверное, немного крупноваты, вернее их шляпки, но и передний винт, и задний винт будут спрятаны, поэтому этого всего видно не будет. Еще под токарный патрончик нужно будет выточить небольшую шайбу, чтобы он хорошо ложился на основание шпинделя. Шайба как раз скроет место проточки под выход резца. Сейчас есть маленькое биение, но только потому, что патрон сидит на резьбе. Когда же будет шайба, все это компенсируется. Была все-таки идея сделать просто работающий токарный станочек. В принципе можно, но все же часовая тема мне ближе.
программе все выглядит уже сейчас вот так. Правда, тоже еще не все прорисовано. Есть рейка, есть фартук, продольные поперечные подачи, но еще нет задней бабки, нет винта и двигателей. Продольная подача также будет и с ручным приводом, но нужно будет изготовить маточную гайку. Сверху будет вот такой цилиндр, ну или похожий, и это часть часов. Если есть идеи, как они будут ходить, готов послушать. Ну а пока всех с наступающим и благодарю, что так долго смотрите мои видео. Пока-пока.